Греция в дефолте. Скорее всего, Евросоюз переживет этот удар, но трещины на фасаде общего европейского дома теперь видны всем. Сейчас Греция – эпицентр именно политического кризиса Евросоюза, а уже потом – временная точка экономических проблем. С точки зрения прямого экономического ущерба, Греция может сильно ударить по европейским супранациональным институтам. Но в целом банковская система ЕС зачищена от токсичных греческих активов, в основном за счет их перевода на баланс государственных организаций, то есть на европейских налогоплательщиков. Если греки сами не захотят выходить из еврозоны, то их нельзя будет просто оттуда выкинуть. Нет такого юридического механизма, а собирать его брюссельским бюрократам будет страшно. Есть такая примета в политике. Структура, которая описала юридическую процедуру собственной ликвидации, будет скоро ликвидирована. Так что греки смогут некоторое время шантажировать ЕС требованием отступных за то, чтобы прекратить отравлять своим присутствием еврозону. Намечается некрасивый развод с битьем посуды и фингалами под глазами. Письмо Ципроса, в котором европейские и российские СМИ увидели луч надежды на разрешение кризиса, по сути издевательство. Греческое правительство согласилось на большинство требований кредиторов за исключением нескольких деталей. Но это такие детали, которые делают соглашение маловероятным. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. Все это не является базой для переговоров по серьезным мерам. Поэтому прежде всего Греции стоит прояснить свою позицию по поводу того, чего она хочет. И после мы поговорим об этом с условием того, что это будет намного сложнее. Так что ужасный конец отменяется, и Европа переходит в зону ужас без конца. На этом фоне никому не нужным кажется Франсуа Олланд, который пытается убедить МВФ, Берлин и Афины договориться хоть о чем-то до референдума. Ведь он знает, что греческое настоящее вполне может стать французским будущим. Когда кризис накроет Испанию и Францию, тогда будет по-настоящему больно. После провала в Греции никто в здравом уме не поверит в способность Еврокомиссии и ЕЦБ спасти испанскую или французскую экономику. Аналитический отчет Goldman Sachs. Среднесрочный консенсус заключается в том, что еврозона может быть более сплоченной без Греции. Эта логика предполагает, что Греция – это особый случай, но это, конечно же, не соответствует действительности. В конце концов, например, испанский уровень безработицы не так далек от греческого, и популистское политическое давление растет. В краткосрочной перспективе выход у Европейского центрального банка только один – запускать количественное смягчение и выкупать гособлигации стран еврозоны с вторичного рынка. На этот раз, скорее всего, метод сработает, но это последний раз. Закрыть станком структурные проблемы Испании уже не получится. Интересно, что Wikileaks слил в европейские СМИ перехваченные АНБ переговоры французских политиков. В 2012 году они дискутировали о том, что французская экономика находится в гораздо худшей форме, чем принято думать, и срочно нужно что-то делать. С тех пор прошло 3 года, а радикальных реформ предпринято не было. Так что вброс сделан не случайно. Нельзя исключать, что европейцев плавно подводят к мысли о том, что европейская мечта умерла.